конце декабря прошлого года на большие экраны нашей страны вышел фильм «Елки последние». В России практически каждый Новый год последнего десятилетия завершался показом новой серии этой новогодней комедии. Для одних просмотр очередных серий елок стал новогодней традицией, а для других напоминанием о творческом застое в отечественном кинематографе. Прошлых елок осталось 90% материала. Это же надо куда-то как-то купить, правильно? Тимур же не дурак, поэтому сейчас 10% доснимем и все готово. Тяп-ляп, можно сказать. О впечатлениях от елок можно спорить бесконечно. Неоспоримо лишь то, что за долгие годы существования франшизы ее сюжетная линия практически изжила себя. Поэтому использование в названии очередной серии елок слова «последние» вовсе не говорит о намерении авторов завершить проект, а скорее направлено на повышение интереса к картине у зрителя. Что ты все возишься? Разрешай ты свою елку. Отменили их. Глухой, что ли? А вдруг разрешат? Да как разрешат-то? Указ. Это Россия. Вчера отменили, потом разрешат. Реклама нового шедевра Тимура Бекмамбетова не ограничилась размещением лишь в существующих СМИ. Для этих целей провайдер спутникового телевидения Триколор создал новый телеканал под названием «Елки». Ходят слухи, что в планах авторов находится создание одноименного театра, оперы и балета. Может, балет? В смысле, не оперу, а вот то, что ты говорил. Балет. Или это чересчур? Почему чересчур? В пиаре чересчур не бывает. Сомнений нет. Созданием телевизионного канала франшизе «Елки» уготовано большое будущее. Эфир телеканала «Елки» в большей степени посвящен трансляции предыдущих выпусков «Елок» и работе над ними. Ну а что еще показывать на телеканале под названием «Елки»? Вряд ли создатели идеи планируют рассказывать на нем о том, как выживать среди этих самых елок. А вы не могли бы мне пару уроков дать о жизни в лесу? А я все типа на видео сниму в YouTube, сольем, станьте звездой, типа как Рэмбо. Говорил, не знаешь, кто это такой. Не, я не хочу. Однако пока что пиар-менеджеры елок очень далеки от поставленной цели. На фоне большого количества негативных отзывов о новой киноленте, небывалый наплыв рекламных мероприятий скорее напоминает попытку спасения умирающего больного. При этом мысль о том, что история елок переживает свой закат, никуда не уходит. Это очень скучное кино. Я устал его смотреть. Это очень смешной момент. Вместе с тем у меня есть идея, как елочному бренду приобрести второе дыхание. Ленту можно освежить привлечением к ней новых актеров. Разве у нас нет других талантов, кроме Светлакова и Урганта? Я вам точно говорю, этот человек обо всех нас заботится. Так в новых сериях елочного блокбастера могли бы сняться актеры, уже сошедшие когда-то с пьедестала славы. А одну из главных ролей в фильме мог бы сыграть монстр российского кинематографа Гарик Харламов. Не зря же говорится, все новое – это хорошо забытое старое. А он вообще кто такой? Да, у меня есть недостатки. Но, по крайней мере, я не наркоман. В общем, в названии фильма «Елки последние» все же скрывается правда. Для кого-то они будут действительно последними. Друзья, подписывайтесь на канал, обо всем с юмором. Спасибо за внимание, пока.